Это было 11 ноября 2011 года. Необычно холодная ночь в столичном городе Бангалор. Пронизывающий холодный ветер проникает в спальни различных семей. А в эту конкретную ночь крики Надии при родах были неописуемыми. То, что она собиралась родить, заставило бы врачей вскрикнуть от шока. Надия боролась с интенсивностью схваток и чуть не потеряла сознание от боли. Ее муж Рахул был в деловой поездке и должен был вернуться на следующий день. Надия ожидала родов через 2 недели, но в тот момент она знала, что это либо сейчас, либо никогда. Через несколько минут ее окружили соседи, готовые доставить ее в больницу как можно быстрее. Однако сделать это было легче сказать, чем сделать. Проблема заключалась не в отсутствии автомобиля, а в том, как им удалось бы выйти ее из дома и усадить в машину, которая уже ждала. Надия была сильно беременна, и ее живот был в 2 раза больше обычного размера. Последнее УЗИ в больнице показало, что в ее утробе 8 детей, поэтому с ней нужно было обращаться с предельной осторожностью. Чтобы усложнить ситуацию, Надия не могла двигаться вовсе. Даже дышать было крайне трудно. Спустя 25 минут соседям удалось помочь ей сесть в машину, и они поехали прямиком в больницу. Надия сильно прикусила спинку сиденья в машине по дороге. Ей было тяжело двигаться, она страдала от боли, и ее охватывал ужас от предстоящих родов. Ее мобильный телефон звонил на максимальной громкости, но Надя почти не обращала на него внимания. В конце концов, ее больше всего занимала она сама. Звонок был от ее мужа Рахула, который, вероятно, уже был на пути домой. Следующий звонок пришел от ее младшей сестры, Сальмы. 2 года назад Сальма находилась в таком же положении, как и Надя. К счастью для нее, Надия была с ней в машине, чтобы помочь и поддержать сестру. Сальма родила 2 здоровых и крепких мальчиков. Надия надеялась на то же самое, хотя не все дети должны быть мальчиками, видя, как они могут быть сущими проклятиями в младенчестве. Звонок от Сальмы прозвучал снова, в 13-й раз за 10 минут. Голос Сальмы раздался с другого конца линии, как только Надя подняла трубку. «Где ты сейчас? Твой муж уже звонит. Почему ты не отвечаешь на звонки?» — спросила Сальма, замолчав так быстро, как задала вопросы, ожидая немедленного ответа. Надия прошептала название больницы, и ее сестра поняла, что она собирается родить. Звонок сразу прекратился. Когда они прибыли в больницу, Сальма уже ждала. Больница также предвидела роды и достаточно быстро отреагировала на ситуацию. Надию немедленно ввели в палату. Команда медсестер была рядом, когда она ожидала родов в следующие несколько минут. Однако мучительные схватки продолжались полчаса, но никакого ребенка не было видно. Через несколько минут Рахул вбежал в больницу. Его напряженный голос заполнил коридор, пока его не направили в палату к Надии. Он подбежал к постели жены, задавая множество вопросов. Надия не могла ответить ни на один из них, так как лишь стонала от боли схваток, позволяя отвечать за себя Сальме. С периодичностью врачи заходили, осматривали Надию и почти сразу уходили. Эта процедура продолжалась довольно долго. Устав от молчания, Рахул пошел в кабинет врача, чтобы узнать о состоянии супруги. Врач ответил, что ситуация Надии довольно деликатная, и дети не собираются или скорее не желают выходить одновременно. Им нужно дождаться идеального момента. Ошибка могла бы стоить жизни детей и матери. Рахул погрузился в кресло, услышав эти слова. Он размышлял, как же деликатно сообщить эту новость своей жене, не расстраивая ее еще больше. Рахул видел подобные ситуации только в кино. Но это была реальная жизнь. Честно говоря, жизнь его жены. Когда он возвращался к Надии, он проходил мимо другой комнаты и мельком увидел мать, качающую своего новорожденного в объятиях. Это зрелище трогало сердце и придавало ему надежду на безопасные роды для его жены.
В конце концов, женщины рожали с начала времен. Почему для Надии должно быть иначе? Его разум едва зарегистрировал эту мысль, прежде чем выстрелил ответ. Его жена не ждала ни одного, ни двух, ни трех детей, а целых 8. Врачи многократно объясняли, что ее роды будут крайне сложными и опасными как для Надии, так и для детей. Мысль о том, что что-то плохое может случиться с любимой женщиной или его нерожденными детьми, заставила его содрогнуться. В тот момент под грузом его страхов Рахул почувствовал, как будто у него появились собственные схватки. Вдруг голос Надии прозвучал по всему госпиталю. Рахул бросился в ее палату, боясь худшего. С ним была команда медсестер и тот врач, с которым он только что говорил. Они провели ряд проверок над Надией, пока она продолжала стонать от боли. Рахул helplessly watched, exchanging frightened looks with Salma. Через несколько минут врач и медсестры вышли, не представив ничего выдающегося. Перед тем, как уйти, врач оттащил Рахула в сторону и сказал ему: «Готовься к худшему. Безопасность твоей жены гарантирована, но мы не можем дать такой же гарантии для детей». После этих слов на Рахула упала оглушительная тишина. Он вернулся в палату и сделал все возможное, чтобы поддержать атмосферу надежды, которую уже создавала Сальма. Однако ему не удалось скрыть свое тревожное выражение от понимающего взгляда сестры жены. Через пару часов теплые лучи утреннего солнца приветствовали усталые лица в палате. Надия крепко спала. Ей сделали эпидуральную анестезию, препарат, помогающий облегчить боль от схваток и расслабляющий будущую мать. Сальма ушла домой изменить одежду, оставив Рахула одного в палате. Все его тело ныть от того, что он задремал в кресле. Пока он сидел, в комнату вернулась Сальма с несколькими родственниками Надии. Рахул обрадовался, увидев их. Теперь, когда есть достаточно глаз, чтобы следить за Надией, он мог хотя бы выйти на свежий воздух. На выходе он зашел в кабинет врача, чтобы задать несколько вопросов. «Как стать отцом 8 детей одновременно?» — спросил Рахул. Врач улыбнулся в ответ и сказал: «Так же, как ты становишься отцом одного, но на этот раз тебе придется повторить все, что ты делаешь, 8 раз», — ответил врач. Оба мужчины рассмеялись в ответ. Они еще несколько минут общались, как вдруг вбежала медсестра. «Она собирается рожать!» — воскликнула медсестра с восхищением. Рахул чуть не упал со своего места от этой новости. Но врач встал с composure. Если в родильном отделении есть что-то, что происходит часто, так это внезапность, с которой приходят известия. Никто не знал этого лучше, чем он. Они бросились к комнате Надии и быстро перевели ее в родильную. Следующие несколько часов показались вечностью. Крики Надии убили всякую храбрость в сердце Рахула. Он sank into one of the seats, while Salma paced around. Через несколько минут семья услышала первый крик, затем еще один, пока их не стало 9, а не 8, как ожидалось. Рахул был потрясен. Он не ожидал 9-го ребенка, и удивления не закончились на этом. Рахул заметил, что врачи и медсестры все еще были заняты в родильной. Он повернулся к Сальме и спросил: «Когда процесс закончится?» Она улыбнулась и ответила: «Они, вероятно, убирают ее. Скоро она выйдет». Как только слова покинули ее уста, они услышали, как врач закричал внутри палаты. Это был крик радости и удивления. Рахул и Сальма посмотрели друг на друга, немного сбитые с толку. Вдруг медсестра вышла, закричав: «Поздравляю! Ваша жена рожает 10-го ребенка!» Сальма закричала от радости, пока рот Рахула широко раскрылся. Они услышали крик 10-го ребенка, и как только они подумали, что все кончено, раздался также крик 11-го ребенка. Днем в больнице стояла оглушительная шума. Люди радовались вместе с Рахулом и его женой. Это был первый случай в больнице многоплодного рождения, не хватавшего лишь одного ребенка до дюжины. Врач еще раз напомнил Рахулу, что он должен повторять все, что он делал для своих детей, не 8 или 9 раз, а теперь 11 раз. Беременность Надии — это событие, которое не происходит каждый день,
И даже врачи, несмотря на свои годы опыта, были довольно взволнованы. Однако никто не уверен, является ли эта история на 100% правдой. Ни одно уважаемое издание или официальное новостное агентство не смогло подтвердить ее подлинность. Тем не менее, поздравляем Надию и ее семью, если она действительно родила всех этих детей. Как бы вы отреагировали, если бы стали родителем 11 детей одновременно? Скажите нам в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.